Непревзойденный мастер по рыбной ловле, способный выслеживать и атаковать даже крупных подводных обитателей. Однако начеку стоит быть не только рыбе, но и ближайшим соседям, даже если это себе подобное, ведь аппетиты этой птицы не перестают удивлять. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герой сегодняшнего выпуска – цапля. Семейство цаплевых насчитывает более 70 видов, которые обитают почти по всему земному шару. Большинство из них легко отличить по длинной изогнутой шее, не менее длинным ногам и массивному клюву. Такой арсенал тесно связан с образом жизни, ведь все цапли проводят большую часть времени на мелководье, где они являются настоящими экспертами в добыче пропитания. Обитающая в Евразии и Африке серая цапля – одна из самых распространенных представителей семейства. И это невероятно терпеливый охотник, способный часами патрулировать водное угодье в поисках жертвы. Найдя подходящее место, цапля замирает и ждет, пока ничего не подозревающая рыба не приблизится на опасное расстояние. Шея птицы словно натянутая до предела пружина, и стоит лишь цели попасть в зону поражения, как следует молниеносная атака, в ходе которой гигантский клюв, словно капкан, заключает мишень в ловушку, после чего трофей уносится подальше от чужих глаз. Вне зависимости от размеров, пойманная добыча заглатывается целиком. Рыба – основной объект в меню этих птиц, но их рацион куда шире, чем может показаться. В Африке обитает очень похожая на серую родственницу черношейная цапля. И здесь, среди себе подобных, она имеет дурную славу, поэтому многие пернатые пытаются всеми силами прогнать ее с водоема. Все дело во вкусовых предпочтениях птицы, для которой мелкая рыбешка не более чем легкая закуска. Поэтому крылатые соседи, а в особенности местные голуби, становятся любимым лакомством. Стремительная атака позволяет в мгновение ока схватить зазевавшуюся добычу. Чтобы усмирить цель, предприимчивая хищница раз за разом окунает ее в воду. Однако здесь не стоит затягивать с трапезой, ведь кругом полно конкурентов, которые с радостью воспользуются успехом умелого охотника. Приходится искать другую добычу, благо здесь ее, к счастью для цапли, более чем достаточно. Но поймать бдительную мишень не так просто, поэтому птице приходится использовать всю свою находчивость и незаметность. В такой ситуации она больше похожа на кота, который, пригнувшись и контролируя каждый шаг, пытается незаметно уменьшить дистанцию для решающего броска. Но цапля не обладает арсеналом охотника-невидимки, поэтому ее планы в большинстве случаев заблаговременно раскрываются. Хотя эта птица обладает невероятным терпением, и раз за разом процесс поиска подходящей добычи начинается сначала. До тех пор, пока одна из мишеней не окажется в пределах досягаемости. Как только массивный клюв сжимается, покинуть общество охотника даже самой быстрой жертве уже не суждено. Далеко не все цапли выбирают столь активный поиск добычи, ведь иногда ожидание также приносит свои плоды. Но провести мелких птиц непросто, и порой малейшее неверное движение может поднять вверх всю стаю. Такое поведение увеличивает шансы на выживание, поэтому охотница не спешит атаковать. Здесь ее главная цель – усыпить бдительность добычи, и когда птицы перестают обращать внимание на гигантского соседа, мощная шея за доли секунды приводится в движение. Пернатые мгновенно поднимаются в воздух, но одному из них улететь уже не суждено, ведь в ближайшие секунды жертва захватывается все более надежно. Затем по привычке окунается в воду, а после стремительно оказывается в бездонной глотке. В Африке обитает и исполинская цапля. С высотой более 1,5 метров это крупнейшая цапля в мире. Ее добычей становятся далеко не мелкие рыбешки, которые сознанием дела извлекаются даже из мутной воды.
Заглатывание живой рыбы таких размеров может иметь печальные последствия, поэтому сначала цапля должна усмирить жертву, и острый клюв превосходно справляется с этой задачей. Наконец, ничего не мешает отправить трофей целиком в рот. Невзирая на солидные размеры, цапля не лишена естественных врагов. И этот орлан-крикун часто караулит рыболова, чтобы самому не утруждаться с поиском провизии. Хотя в суровых условиях и цапля может стать воришкой. В северных регионах осенью цапли улетают на юг, но при наличии незамерзающих водоемов птицы могут остаться. Чтобы выжить в тяжелые времена, приходится придумывать новые тактики, поэтому не только сильные, но и находчивые получают все шансы пережить холодную зиму. Цапли известны своей изобретательностью, особенно если дело касается легкой добычи. Кваква или ночная цапля встречается почти на всех континентах, и ее не смущает соседство с людьми. Напротив, птица извлекает из этого пользу. Подбирая хлеб, предназначенный для других пернатых, кваква использует его в качестве рыболовной приманки. Лакомый кусок быстро привлекает мелких рыбешек, и предприимчивому охотнику остается только ждать, что он умеет лучше всего. В этой ситуации добыча не затягивает с появлением, и прицельные атаки снова и снова становятся успешными. Если же приманка притягивает слишком серьезную мишень, цапля сознанием дела забирает наживку, чтобы найти ей более выгодное применение. Также типичной добычей цапли становятся лягушки, мелкие млекопитающие и даже змеи. И хотя последние могут оказать нешуточное сопротивление, у цапли достаточно приемов, чтобы справиться с подобной добычей, итог для которой всегда один. Большинство цапель гнездится большими колониями, в зависимости от вида выбирая заросли травы или верхушки высоких деревьев. Оба родителя участвуют в высиживании, а после по очереди приносят птенцам пищу. Но аппетиты подростков настолько велики, что пропитания хватает не всегда, и порой более сильные птенцы ополчаются против слабых. Таковы законы выживания. В начале прошлого столетия активный спрос на роскошные перья привел к неконтролируемой охоте. Также во многих странах цапли считались вредителями, и их численность стала резко уменьшаться. Но сегодня большинство видов более чем успешны, ведь их способ охоты действительно уникален, и это позволяет занимать прочное место в экосистеме, а значит, благополучию этих пернатых хищников ничего не угрожает. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!